Всем привет! В этом ролике вяжем вот такой интересный простой узор. Узор эластичный, на основе резинки 2 на 2. Отлично подойдет для вязания шапок. Вяжется очень просто. В следующем видео свяжем шапку таким узором и заодно покажу, как вязать его по кругу. Так узор выглядит с изнаночной стороны. Обычная резинка 2 на 2. Для узора набираем количество петель кратное 4, плюс 2 для симметрии, если мы вяжем поворотными рядами, плюс 2 кромочные. Вязать будем из пряжи Gazal Wool 90, такой пухленький моток, в мотке на 50 грамм 90 метров, в составе 100% мериносовая шерсть Super Wash, то есть изделие из этой пряжи можно стирать в стиральной машине. Но, как и свойственно всем мериносам, изделие после стирки растягивается за счет того, что нить здесь слабой скрутки, поэтому всегда обязательно вяжите образец и делайте расчеты для изделия после ВТО. Пряжа очень мягкая и нежная, сравнима с итальянской по качеству, гладкая, приятная на ощупь, подойдет и для людей с чувствительной кожей. Натуральный меринос греет, но в нем не жарко. Для работы производитель рекомендует спицы 5-5,5 мм, но я буду вязать на спицах номер 4, чтобы образец был поплотнее. Цвет у меня 3677, такой приятный розовый лососевый. В палитре пряжи вы найдете много цветов, от ярких до нюдовых. Возвращаемся к нашему узору. Набираем количество петель кратное 4, плюс 2 для симметрии, плюс 2 кромочные. Разворачиваемся и начинаем вязание резинкой 2 на 2. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Довязываем таким образом ряд до конца. 2 изнаночные, 2 лицевые. Второй ряд мы провязываем по узору над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Здесь у нас 2 лицевые, 2 изнаночные. Лицевые провязываем за задние стенки, изнаночные за передние, чтобы петли не скрещивались. Довязываем ряд, 2 лицевые, 2 изнаночные. Третий ряд изнаночный мы тоже провязываем по узору. 2 изнаночные, 2 лицевые. Над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. Изнаночные за переднюю стенку, лицевые за заднюю. Вяжем таким образом до конца ряда. В четвертом ряду выполняем перехлесты. Кромочную снимаем. За работой сначала провязываем вторую петлю лицевой, теперь первую петлю и после этого снимаем петли со спицы. 2 изнаночные. Снова перехлест. За работой провязываем сначала вторую петлю, затем, не снимая петель со спицы, первую, и только после этого снимаем 2 изнаночные. Снова перехлест, 2 изнаночные. За работой провязываем вторую петлю, затем первую. Так вяжем до конца ряда. И далее повторяем узор с первого ряда на нужную высоту. Вот такой красивый, простой узор. Закрываем петли, отправляем его на ВТО. Я стираю в машинке на режиме ручной стирки. Сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Жду вас в следующем видео для вязания красивой шапки.